Большинство людей думают, что до сих пор не богаты, потому что им просто не везет. Они покупают дорогие тренинги, читают книги, слушают советы, но ничего не работает. Все потому, что почти каждый из них совершает фундаментальные ошибки, даже не подозревая об этом. Секрет в том, что дело не в удаче и не в особых талантах. Есть всего 7 причин, которые держат тебя от богатства. Пока они есть в твоей жизни, деньги будут обходить тебя стороной. Сегодня ты узнаешь, что это за причины. И самое интересное, хотя бы одну из них ты точно найдешь у себя. Причина первая. Ты не веришь, что можешь быть богатым. Все начинается внутри. Человек может видеть деньги вокруг себя, шикарные машины на улицах, дома с высокими воротами, путешествия, о которых мечтает. Но если внутри звучит мысль «это не для меня», то даже самые реальные шансы будут пролетать мимо. Это похоже на закрытые двери. Они открываются только тем, кто верит, что достоин войти. Если же ты убежден, что богатство для других, ты даже не подойдешь к этой двери, чтобы постучать. Вспомни любого миллиардера, чья история начинается с нуля. Абсолютно все они сначала поверили в возможность, поверили, что могут, что имеют право, что у них получится. Вера — это не магия. Это сигнал твоему мозгу искать решение. А если ты не веришь, ты будешь искать оправдания. Рекомендация. Каждый день повторяй себе простую установку. Я имею право на богатство. Запиши ее и держи перед глазами. Твои мысли должны работать на тебя, а не против. Причина вторая. Ты недостаточно сильно хочешь. Люди часто путают желание с капризом. Каприз звучит так. Было бы неплохо иметь денег. Желание звучит так. Я добьюсь этого любой ценой. Разница огромна. Каприз легко проигрывает лени, усталости и сомнениям. Настоящее желание горит так ярко, что не дает спать, толкает вставать раньше, работать дольше, пробовать снова и снова. Посмотри на самых успешных людей. У них не было дополнительного времени или идеальных условий. Было лишь дикое, жгучее желание. Они хотели настолько сильно, что все остальное стало второстепенным. Усталость, сомнения, чужие мнения. И если твое «хочу» слабое, знай, оно всегда проиграет твоему «не хочу». Рекомендация. Сформулируй, зачем тебе деньги. Не хочу много, а конкретно. Дом, путешествие, свобода для семьи. Запиши это и перечитывай каждый день. Причина третья. Ты хочешь все и сразу. Это болезнь нашего времени, стремление к мгновенному результату. Мы хотим сесть на диету и через неделю увидеть идеальное тело. Хотим вложить 1000 и на следующий день проснуться миллионером. Но в жизни так не работает. Богатство — это лестница, по которой поднимаются шаг за шагом. Каждый день, каждая привычка, каждое решение — это новая ступень. А те, кто требует лифта к успеху, так и остаются стоять внизу, злясь, что дверь не открывается. Люди хотят собирать яблоки, даже не вырастив дерево, ждут урожая там, где еще не посажено ни одного семени. Истина проста. Сначала усилия и время, потом рост, и только после этого плоды. Терпение и дисциплина всегда побеждают желание все и сразу. Рекомендация. Перестань ждать, что богатство свалится сразу. Начни действовать шаг за шагом, и твой путь приведет тебя к результату. Причина четвертая. Ты ждешь идеального момента. Сколько раз ты говорил: сначала накоплю, потом начну. Сначала выучу, потом попробую. Сначала будут связи, потом получится. Но идеального момента не существует. Успешные люди начинали в условиях, которые другим казались катастрофическими. Без денег, без поддержки, с нуля. Разница только в том, что они не ждали завтра. Они действовали сегодня. Тот, кто ждет идеального момента, напоминает человека, который стоит на берегу и ждет, когда море станет абсолютно спокойным. Но моря спокойными не бывают. И пока он ждет, другой уже плывет, и пусть через шторм, но достигает берега. Рекомендация. Выбери одно действие, которое можешь сделать уже сегодня, и сделай его. Пусть это будет мелочь, но именно с нее начнется движение. Причина пятая. Ты боишься рисковать. Страх – главный враг богатства. Он тихо сидит внутри и нашептывает: а вдруг потеряешь? А вдруг не получится? А вдруг тебя осмеют? И в этот момент большинство людей разворачиваются и уходят. Но каждый богатый человек когда-то рисковал. Кто-то терял деньги, кто-то падал, кто-то совершал ошибки. Разница лишь в том, что они не останавливали себя из-за страха. Бедные ищут гарантии, богатые ищут возможности. Бедные хотят безопасной дороги, богатые готовы идти туда, где страшно.
потому что именно там спрятаны самые большие награды. Не рискуя, ты остаешься в зоне стабильности. А стабильность – это чаще всего просто красивая клетка. Рекомендация. Начни с маленьких рисков. Запусти новый проект, воплоти одну из своих идей. Шаг за шагом тренируй смелость и учись действовать, даже когда страшно. Причина 6. Ты окружен бедным мышлением. Скажи честно, о чем чаще всего говорят твои друзья? Если это разговоры о том, как все плохо, кто виноват, что честно не заработать, то знай, ты дышишь этим воздухом каждый день. Окружение формирует твое мышление. Если рядом с тобой те, кто постоянно ноет, критикует и тянет вниз, то как бы ты ни хотел расти, ты все равно будешь втянут обратно. Это как пытаться вырваться вверх, когда на тебе десятки рук, которые держат тебя за ноги. Хочешь расти? Ищи тех, кто уже выше тебя. Ищи разговоры о возможностях, а не о проблемах. Иначе твой потолок всегда будет равен потолку твоего окружения. Рекомендация. Оцени свое окружение. Минимизируй время с теми, кто тянет вниз, и начни искать наставников, книги и людей, которые думают иначе. Причина 7. У тебя нет финансового плана. Большинство людей не управляют деньгами. Они просто плывут по течению. Получил зарплату – потратил. Захотелось – купил. Появился кредит – взял. В итоге деньги текут сквозь пальцы, а человек думает, ну вот, просто не везет. Но богатые мыслят иначе. Они знают, куда уходит каждая копейка. Они планируют траты, создают накопления, инвестируют даже тогда, когда кажется, что еще рано. Финансовый план – это карта, которая ведет к свободе. Без карты ты ходишь по кругу, возвращаясь туда, откуда начал. С картой ты знаешь путь и двигаешься вперед, даже если дорога длинная. Рекомендация. Начни с простого. Веди учет доходов и расходов. Запиши хотя бы месяц, куда уходят деньги. Это первый шаг к контролю и будущему плану. И вот теперь, когда ты знаешь все 7 причин, задай себе главный вопрос. Какая из них твоя? Ты не веришь? Ты ждешь? Ты боишься? Или, может быть, у тебя просто нет плана? Богатство – это не случайность и не подарок. Это результат мышления и действий. Оно приходит к тем, кто перестает искать оправдания и начинает действовать. Запомни, каждый день ты либо делаешь шаг к богатству, либо остаешься там, где был. И выбор всегда за тобой. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски с мощными практиками для улучшения вашего финансового благополучия и расширения мышления изобилия. Помните, вы достойны процветания, и Вселенная уже готова вам его дать. Если вы готовы пойти дальше, приглашаю вас на бесплатный марафон по нейрографике, где мы будем работать с темой денег через рисунок, подсознание и новое мышление. Ссылку на участие вы найдете в описании под этим видео.